Добрый день! Сегодня мы продолжаем изучать префиксы, и сегодня мы возьмем два новых префикса. Это «у» и «при». Перед тем, как мы начнем, давайте проверим домашнюю работу. Упражнение номер 1 было аудио. Итак, куда ездила Ирена? Ирена и ее друзья ездили в Крым, в Ялту. На чем она ехала? Она ехала на поезде. На поезде means by train. В поезде means on the train. Сколько часов шел поезд? Again, if we talk about transport, we can use both ездить и ходить. That is why it's possible to put the verb идти in the past tense here. And the question is, сколько часов шел поезд? Поезд шел 36 часов. Что Ирена и ее друзья делали, когда ехали? Они спали, пили чай, ели, разговаривали и пели песни. На чем можно ехать из Симферополя в Ялту? В Ялту ходят автобусы, троллейбусы, можно ехать и на такси. Again, you can see she's using ходят for transport. В какой гостинице жила Ирена? Ирена жила в гостинице Арианда. Что Ирена говорит о Ялте? Ирена говорит, что Ялта – чудесный южный городок на берегу Черного моря. Куда ходили Ирена и ее друзья в Ялте? Они ездили в ботанический сад, были в музее Чехова, на заводе «Массандровские вина», и один раз они ходили в горы. Почему Ирена хочет поехать в Крым еще раз? Она хочет поехать в Крым еще раз, потому что ей очень понравилась эта поездка. If you need the script for that video, I will leave it also in the description for this lesson. Let's go on and exercise 2. Правильные ответы. Мой друг купил билет и пошел домой. Вчера она отправила письмо и пошла домой. Дети сделают домашнюю работу и потом пойдут домой или поедут домой. But anyway, it is future tense. It has to be future tense. Я встречу тебя завтра в аэропорту, и мы поедем домой. Моя подруга закончила работать поздно и поехала домой. Упражнение 3. Правильные ответы. Андрей дома? Нет, он пошел в магазин. So he set off, and probably he's still there because the question is where he is. Андрей вчера не ходил на работу, потому что плохо себя чувствовал. A fact in the past. Возможно, Оля не пойдет с нами на пляж. We don't use будет идти, because it means process in the future and we need a fact in the future. Не пойдет. Где сейчас твои родители? Они пошли в супермаркет, но уже идут домой. Ходили is a completed action. Пошли means that they have gone but haven't come yet. Мой брат ездит в спортзал 3 раза в неделю. Ездит is a regular action. Едет is an action right now. We need regular. Ездит. Завтра мы поедем в торговый центр, потом в кино, а потом пойдем в ресторан. We have a sequence. That is why it's better to use поедем и пойдем.
Извини, но я не могу поехать с вами. У меня много работы. На прошлой неделе они ездили на конференцию на 2 дня. Вчера они поехали на конференцию, и они еще там. Где ваши дети? Они пошли гулять в парк. As usually, if you have any questions, contact me on my email or just put your question in the comments. Let's go on, and we are going to learn something new and very exciting. И сегодня мы возьмем два новых префикса. Это «у» и «при». They both change the meaning of the verb go. If you see a verb of motion with the prefix «при», it means to come. If you see any verb of motion with the prefix «у», it means to go away, to leave. At our last lesson, we added prefix «по» to the verbs of motion ехать и идти, and we got perfective forms for the verbs ездить, ехать, ходить, and идти. Now we are learning prefixes «при» и «у», but we can add them to 4 verbs of motion, to ехать, ездить, to идти, ходить. First, let's add them to the verbs ходить и ездить. They are normal imperfective verbs in present tense. What do we have? We add «при» to the verb ходить, and we get приходить. It means to come, walking. Now let's add «при» to the verb ездить. It will be, no, not приездить, it will be приезжать. Приезжать, not приездить, no. And it means to come by transport. Two verbs. Итак, у нас есть два новых глагола. Это приходить и приезжать. Now let's make the opposite verbs. If we add prefix «у» to the verb ходить, we get уходить. It means to go away or to leave on food. If we add the prefix «у» to the verb ездить, we get, again, we don't say уездить, it just doesn't exist. We say уезжать. It means to go away, to leave, but by transport. They are imperfective forms because we added them to the imperfective verbs ходить и ездить, and we got an imperfective form. Примеры. Каждый день я ухожу из дома в 7 и прихожу в 5. Я хожу на работу пешком. Моя жена ездит на работу на машине. Она уезжает из дома в 8 и приезжает в 7. Мои родители приезжают ко мне в пятницу вечером и уезжают в воскресенье. It can also refer to the plan, right? You remember that a present imperfective form can refer to a future plan. It will only depend on the context. I can say, мои родители всегда приезжают ко мне в пятницу вечером и всегда уезжают в воскресенье. Или я могу сказать, завтра мои родители приезжают ко мне. Я думаю, это довольно легко, и давайте напишем и скажем вслух все формы глагола come and go away. Приезжать и уезжать. Let's start with приезжать. Я приезжаю. It means I always come, I regularly come somewhere. Я всегда приезжаю домой в 5. Каждое лето я приезжаю к моим родителям. Ты приезжаешь. It means you come, you regularly come, but it can also mean a plan in the future. Например, я могу спросить, во сколько ты приезжаешь сегодня? Он, она приезжает, мы приезжаем, вы приезжаете, они приезжают.
You can see two letters here, Z and Ž, приезжают. But when we speak, especially when we speak fast, it is our natural speed, we say приезжают. It's like one Ž sound. It's a little bit longer than just Ж. Приезжают, приезжают. Now, let's conjugate уезжать. Уезжать means to go away, to leave. Я уезжаю завтра утром. Или я всегда уезжаю из дома рано. Ты уезжаешь, он, она уезжает, мы уезжаем, вы уезжаете, они уезжают. Now let's do the same. We will get the same verbs, but the action will be going on food. It is the verb ходить, and we have приходить, and then we have уходить. So, приходить. Я прихожу, the stress on у, я прихожу, ты приходишь, он, она приходит, мы приходим, вы приходите, они приходят. Во сколько они приходят с работы? Или во сколько ты приходишь с работы? Глагол уходить. It means to go away. Я ухожу, ты уходишь, он, она уходит, мы уходим, вы уходите, они уходят. Я ухожу means I go away, I go on food. Very often we use it with going for a walk or going for a run or going somewhere nearby in our city, in our neighborhood. Например, сейчас я ухожу гулять в парк. Или куда ты уходишь? If I see a person going away, I can say куда ты уходишь? Да? Либо я могу сказать завтра она уходит в школу очень рано. Итак, мы видим, что глаголы приезжать, уезжать, приходить, уходить могут означать регулярное действие, могут означать действие прямо сейчас и могут означать план в будущем. Все зависит от контекста. Мы видим контекст, это очень важно правильно поставить выражение времени, слово «завтра», слово «на следующей неделе» или слово «сейчас», чтобы мы понимали контекст. Теперь немного попрактикуемся. Я хочу сказать: Every day my friends come to me on my birthday. What prefix and what verb should I use? Let's think a bit. So, it will be the verb of coming, so it means prefix при. Отлично. Мы говорим при, и мы можем использовать с глаголом ходить или ездить. Мои друзья – это множественное число, it is plural. So I choose приходить или приезжать and put them in the form они. Итак, каждый год мои друзья приходят или приезжают ко мне на день рождения. That's what we should say. The verb приходят или приезжают. Which verb to use? It depends on if they live in your city or if they live in another city, and they definitely use a transport. So if they live in my city, normally I will say каждый год мои друзья приходят ко мне на день рождения. If they live in another city and it takes time for them to travel to my city, that would be приезжают. Каждый год мои друзья приезжают ко мне на день рождения. Теперь другая ситуация. Представим, что мой офис находится очень недалеко, not very far from my house. И я хожу пешком. Я должна сказать I leave home, I go away, I go to my work at 7 in the morning, and I
come to my work, to my office at 7:30. What should I use? First, it is walking, and I have to use ходить. Да, это будет я. And then I use ходить. Хорошо. Теперь, if I leave my house in the morning at 7, should I use prefix при или у? Going away is prefix у. And I say, каждое утро я ухожу из дома в 7. And then I come to my office at 7:30. Coming is prefix при. Then I say, я прихожу в офис. 7:30 is 7:30. Yes, very simple. В 7:30. Каждое утро я ухожу из дома в 7 и прихожу в офис в 7:30. Now let's listen to some more examples from the internet. Ему иногда приходят эти мысли в голову, что, работа – это здорово. И сейчас есть очень много ситуаций, когда к нам приходят ребята и спрашивают. Все очень переменчиво течет, уходит, исчезает, а неизменно только настоящее. Из тех денег, которые клиент платит за доставку, 80% уходит курьерам и 20% уходит нам. Отличные примеры и отличная практика. Даже если сейчас вам трудно слушать и понимать, что они говорят, очень важно слушать каждый день русскую речь совсем понемногу, по чуть-чуть. Несколько минут каждый день, и результат будет очень-очень скоро. Домашняя работа. Как всегда, сделать 2 упражнения. И кроме того, будет одно задание на аудирование. There will be one listening task, as usually. See you next time. Next time we are going to continue with prefixes при and у, but this time we will take perfective forms. Hope to see you soon. Don't forget to practice every day. And until next time, увидимся в следующий раз.